Здравствуйте! Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Вообще, записывать ролики «Вопросы-ответы» очень сложно, объемно, долго. Поэтому я хочу вас попросить и договориться с вами о том, что если этот ролик наберет 5000 лайков, я запишу следующий ролик. Так будет честно. Спасибо. Какие травы помогают выводить из организма слизь? Первый – это все согревающие специи. Имбирь, кардамон, корица, карри, куркума, черный перец. Но еще есть весенний сбор, который продается в нашем онлайн-магазине, ссылку в описании оставлю. Но и есть множество травяных сборов тибетской медицины, которые назначаются после пульсовой диагностики. Все эти согревающие специи, которые я уже назвал, вы можете сами использовать. Дозировку, как использовать, это уже на ваше усмотрение, по вкусу, понемногу. Пробуйте и подбирайте для себя оптимальную дозу. О некоторых из них я рассказывал в своих роликах. Посмотрите мои ролики. Как избавиться от головокружения? Если головокружение у вас происходит на фоне здоровья, то есть у вас нет никаких серьезных заболеваний, скорее всего у вас шейный остеохондроз или смещение первого шейного позвонка. С этим вопросом вы можете обратиться к остеопату или мануальному терапевту. Он вам может помочь. Какая еда способствует повышению холестерина? Как раз, когда мы записываем этот ролик, у меня вышел ролик про холестерин. Посмотрите, там все объемно, но в целом холестерин повышает еда, которая содержит в себе холестерин, то есть животные продукты. Если их уменьшить, у вас может холестерин уменьшиться на 10-15%. 80% холестерина вырабатывается собственными тканями организма, в частности в печени. Правда ли, что тибетские травы в себе содержат ртуть? Когда не было антибиотиков, тибетские травы содержали в себе так называемую ртутную воду. Не ртуть. Ртуть тибетские монахи или доктора тибетской медицины инактивировали. Это сложный метод сублимации ртути. Путем этого получали вот эту ртутную воду. Но сейчас этот сбор не используется, так как не имеет никакого смысла. Ртутная вода входила в 1-2 сбора из всего арсенала тибетских сборов. Использование ртути не только в тибетской медицине применялось, но и применялось вообще везде. В Европе разные, если посмотреть народную медицину, там везде есть литература, где описывается использование ртути. Почему с возрастом повышается давление? Первое – это остеохондроз. Как я уже говорил в ролике про остеохондроз, остеохондроз постепенно ведет к нарушению кровотока головного мозга. И в результате чего головной мозг дает сигнал сердцу, прокачивает больше крови, чтобы больше насыщаться кислородом, и это приводит к артериальному давлению. Второе. Наши сосуды с возрастом лучше не становятся. В них появляются бляшки, образуются бляшки, которые постепенно не растут, увеличиваются, что приводит к сужению просвета сосудов. Третье. Метаболический синдром. Постепенно мы набираем лишний вес, меняется соотношение хорошего и плохого холестерина, увеличивается уровень триглицеридов. Все это приводит, опять же, к нарушению работы сосудов, сужению сосудов. Все это вкупе, много-много проблем приводит к тому, что наше артериальное давление постепенно увеличивается. Для вас в описании я оставлю ссылку на ролик про холестерин, на ролик про гипертонию и на ролик про остеохондроз. Посмотрите. Я сплю без подушки. Как это влияет на сон? Никак. Вы же уже привыкли спать без подушки. Поймите, наш организм это такая система, очень хорошо адаптируется к разным вещам, к разным положениям, к разным нашим привычкам. Поэтому если вы так привыкли, для вас это никак. Но если кто с подушкой спит, ему если не дать подушку, он будет плохо спать. Расскажите про мелатонин. Можно его принимать, если я плохо засыпаю и мне 56 лет. Вообще мелатонин – это гормон сна, его называют, да. И я иногда, когда далеко улетаю,
например, меняю часовые пояса больше 7 часов, я сам первое время прибегаю к мелатонину, чтобы сразу включиться в местный временной пояс. Но просто принимать мелатонин как улучшающее средство сон я не советую. Есть множество других, более щадящих, более эффективных методов для улучшения сна. Кстати, у меня есть ролик про сон. Посмотрите его, ссылка в описании. Доктор, можно ли избавиться от хронического танзелита без удаления миндалин? Можно. В тибетской медицине хронический танзелит, если образно сказать, ваши миндалины стали как губка, наполненная водой, и она не может сама себя обслужить. И поэтому с помощью разных травяных сборов и иногда применяя иглорефлекстерапию, мы помогаем миндалинам освободиться от воспалительного эксудата, воспаления и начать функционировать нормально. Но все это зависит от давности танзелита. Согласно аюрведической медицине, лен и льняное масло не относятся к продуктам, полезным для здоровья. Но с точки зрения тибетской медицины, льняное масло считается теплого свойства и хорошо подготавливающим пищеварительную систему к перевариванию пищи. То есть советуют доктора тибетской медицины пить по утрам столовую ложку льняного масла. Насчет вреда льняного масла я не знаю, почему аюрведическая медицина так считает. Расскажите, как правильно пить воду по утрам? Я всегда говорю, воду нужно пить. Не нужно зацикливаться, какая вода, серебряная, не серебряная, из фильтра, без фильтра, кипяченая, не кипяченая. Просто должна быть теплая вода, градусов 50. Тогда будет польза. Доктор, можно ли пить кумыс или айран? Конечно, можно. Кумыс – это один из самых богатых бактериями, именно бифидобактериями напиток. Естественную флору кишечника очень хорошо улучшает. И я, когда бываю в Монголии, обязательно пью кумыс. И в Бурятии у нас в последнее время тоже стало актуально пить кумыс. Какие продукты нужно исключить при кандидозе ротовой полости? Во-первых, конечно, нужно лечить кандидоз ротовой полости. Это показатель иммунитета, и это лечится очень быстро и легко. Второе, конечно, те продукты, которые вяжут, кислые, жгучие, такие продукты, которые будут вызывать шипение, жжение и так далее. Но лучше всего лечить это заболевание. Сахар сильно влияет на поджелудочную железу и желчный. Я понимаю из вашего вопроса, что вы не смотрите мои ролики. Да, влияет. Но вы можете посмотреть ролик про сахар, про поджелудочную железу. Ссылку оставлю в описании. Сахар на самом деле один из самых влияющих именно на поджелудочную железу продуктов. Сухофрукты можно есть или это сахар, их тоже нельзя. Сухофрукты, да, в них содержится много сахара, но их можно есть. В них есть, кроме сахара, множество активных хороших веществ, антиоксидантов, флавоноидов и так далее. Но сухофрукты вы должны есть в первой половине дня до 3 часов, и сухофрукты вы можете себе позволить только если вы ведете активный образ жизни. Если вы ничего не делаете, малоактивный образ жизни ведете, вам лучше отказаться от сухофруктов. Если этот вопрос в контексте отказа от сахара на месяц, то сухофрукты нельзя. Какие периоды года лучше проводить сахар-детокс? Весной и зимой. Лучше всего проводить сахар-детокс, потому что летом очень много факторов, которые отвлекают от этого момента. Там встретился с друзьями туда-сюда, морс, прохладительные напитки. Они как-то все содержат сахар. Поэтому очень сложно от этого всего отказываться. Но весной и зимой все это возможно. Если хочется есть сладкий продукт, можно это есть сразу после еды или нужно подождать, чтобы это не было как бы одним приемом пищи. Вообще, если вы подождете какое-то время и съедите после еды сахар, это будет перекус. Я всегда говорю, что нельзя перекусывать.
Если после еды сразу съедите сахар, это будет смешение продуктов. Например, мясо или что-то съели, потом начнете сладкий какой-то продукт. Это смешивается. Поэтому куда можно вставить сахар? Это утром, за завтраком. Вы можете за завтраком съесть какую-нибудь сладость. Но за обедом, за ужином лучше этого не делать. Вы спрашиваете про сладкое без сахара? Но как может быть сладкое без сахара? На самом деле все эти маркетинговые уловки, на которые люди ведутся, на самом деле делается для того, чтобы, если вы вдруг решили отказаться от сахара, все-таки вы у них покупали тот же сахар, только под другим названием. Поэтому, если вы хотите отказаться от сахара, откажитесь от всех видов сахаров, от всех видов сладких продуктов, от всего. Оставьте только ягоды и фрукты, и то в первой половине дня. Как тибетская медицина может помочь при остеопении и остеопорозе? Если все это рассказывать, это долгий ответ будет. Но очень много пациентов приходит с остеопенией, с остеопорозом. Мы помогаем с помощью травяных сборов, которые улучшают усваивание кальция и улучшает кровоток, питание в тех органах, где их недостаточно. Но тут много есть нюансов, которые нужно все рассмотреть. И здесь индивидуальный подход. Здесь важен возраст пациента, важен пол пациента, важно его образ жизни и работы, питания и так далее, и так далее. И, конечно, это заболевание в современном мире занимает такое видное место, и поэтому многие люди с таким заболеванием приходят, и мы многим из них помогаем. Но помогаем именно люди смотрят динамики, делают стенциграфию костной ткани, которые показывают, что идет улучшение костной ткани. Как восстановить поджелудочную железу? Только голодом? Во-первых, надо понять, что происходит с поджелудочной железой. Есть ли воспаление, есть ли какие-то диффузные изменения и так далее. Но один способ восстановления поджелудочной железы – голод. И я, как уже в своем ролике про поджелудочную железу рассказывал, что этот орган любит покой и отдыхать. Можете посмотреть этот ролик, ссылки оставлю. Голод очень хорошо помогает восстанавливаться поджелудочной железе. Уменьшение подкожной жировой клетчатки зависит ли от поджелудочной железы? Да, в том числе, но не только. Больше всего зависит от образа жизни, от активности, от спорта. Внутренний жир сильнее зависит от работы поджелудочной железы, желчи и метаболизма и так далее. А вот подкожно-жировая клетчатка больше зависит от нашей конституции. Есть люди, у которых вообще она развита по конституции, по природе. И такая поджелудочная развитая железа по природе, она не вредна для организма данного человека. Но есть люди, которые очень худые, при этом имеют такие животы, имеют увеличение талии и так далее. Это, конечно, очень вредно. Мне надо убрать жировые отложения на шее, горб на шее. Можно убрать с помощью массажа. Точный массаж, это довольно сильный массаж, миофасциальный массаж. Все это полностью уберет. Но если вы не будете дальше заниматься сами гимнастикой, зарядкой для шеи, снова может все это образоваться через какое-то время. Но если вы спрашиваете, как я могу это сделать в домашних условиях, то это можно сделать, только требует большого, немножко подольше по времени. Вы должны ограничить себя в питании, то есть сахар, жирное, жареное, копченое, все убрать, соление уменьшить. Солить пищу можно, но соление нельзя. И начать заниматься гимнастикой для шеи. Гимнастика для шеи вы можете найти в Ютубе. Многие врачи, особенно вертеброневрологи, именно ищите вертеброневрологов, они показывают правильную гимнастику для шеи. Доктор, как избавиться от цитомегаловирусов и герпеса в организме? Но от этих вирусов полностью избавиться невозможно. Если вы один раз заболели, то у вас всегда будут иммуноглобулины, которые показывают, что вы этими вирусами переболели. Но их можно держать в состоянии ремиссии всегда. Это улучшение иммунитета. В
понятие улучшения иммунитета входит очень много вещей. Для начала, конечно, нужно сходить к доктору. Неважно, можете доктору тибетской медицины. Если нужно, начать лечение. Далее, конечно, менять свой образ жизни, питание, внедрить в свою жизнь движение. Все это нужно добывать самому. То есть вот с иммунитетом здесь я хочу сказать, что врачи могут лечить болезни, но иммунитет нужно добывать самому. Такое есть выражение. Что можно предпринять при астме? Мне 31, астма началась 28 лет. У нас в клинике работает доктор Халтанов Николай Владимирович, доктор-рефлекс-терапевт, иглорефлекс-терапевт. Вот к нему обратитесь, он очень хорошо лечит астму. Но если вы имеете в виду, какие я могу принять меры дома, чтобы вылечить астму, я такие меры не знаю. Доктор, скажите, стоит ли пить чай или другие напитки после еды? Ну, если хочется, пейте. Так как это горячие напитки, только пейте через 20-30 минут. Как понять, что у тебя застой слизи? Давайте я так на этот вопрос сейчас отвечу. Если у вас есть метаболический синдром, у вас застой слизи. Метаболический синдром – это совокупность 4 показателей. Первый – это незначительное повышение давления. Второе – это увеличение объема талии. У мужчин талия в сантиметрах объем должен быть половины роста, у женщин не больше 48%. Дислипидемия, то есть нарушение соотношения хорошего и плохого холестерина. И четвертое – это увеличение незначительной сахара или инсулина. Незначительное, это даже может быть в пределах референтных значений, но увеличено. При высоком холестерине все запрещает, в том числе топленое масло. У меня есть ролик про холестерин, и там не только я же рассказываю то, что было доказано научно. Научно доказано, что 20 только процентов холестерина поступает с едой. И с едой, например, жирными продуктами, животными жирами. Но если у вас высокий холестерин, при этом вы перестанете есть масло, я не думаю, что у вас холестерин сильно снизится. Но при этом есть второй очень важный момент. Если вы перестанете есть масло, топленое масло, где содержится хороший холестерин, у вас начнет хороший холестерин снижаться, а плохой холестерин как повышался, так и будет повышаться. Это приведет к дислипидемии сильнее, и что вообще еще хуже для сосудов будет. Поэтому, я думаю, вы можете есть топленое масло по утрам и при этом какие-то меры предпринять для снижения холестерина. Я там один момент сказал, возможно, многие не поняли или не очевидно это было. Попробуйте по утрам за завтраком есть псилиум. Это шелуха семян подорожника. И говорится о том, что псилиум, употребление псилиума снижает холестерин на 30%. Но если вы будете есть топленое масло, сало, еще и жирные продукты, при этом ничего не предпринимать с холестерином, конечно, это будет как фактор риска повышения холестерина, и, скорее всего, у вас холестерин постепенно будет повышаться. Мне интересно, почему я не полнею? Микрофлора в порядке, все в порядке. Я думаю, что у вас конституция ветра желчи, или желчи ветра, или ветра, и вам будет очень сложно поправиться. Вам легче принять свою природу, заниматься спортом и быть таким стройным, каким вы должны быть. Как стать вашим пациентом? Любой человек может стать моим пациентом. Для этого вам просто нужно записаться на консультацию. Ссылка в описании. И в нашей клинике принимает много других очень хороших врачей, которые занимаются не только рефлекс-терапией, остеопатией и так далее, но и тибетской медициной. Вы все время говорите про дедушку, а где папа, а где мама? Когда я был маленьким, в 10-месячном возрасте, меня отдали на воспитание моему дедушке, про которого я всегда говорю. И поэтому этот человек меня с 10-месячного возраста воспитывал и воспитал до 40 лет. А с мамой и с папой я не имею связи. Я знаю, где моя мама живет биологической, но я с ней иногда контактирую, стараюсь помогать,
когда она просит. Но у меня нет такой какой-то связи, как между мамой и ребенком, привязанности нет. Поэтому моя мама для меня как обычный человек или как дальний родственник для меня. Но при этом я не испытывал никогда в детстве такой какой-то проблемы, нехватки любви, нехватки нежности и так далее, которые мне давал мой дедушка сполна. И он меня растил, очень баловал, и все у меня было.